Добрый вечер, дамы и господа, друзья. Некоторые предисловия я хочу сделать. Я не могу про себя сказать, что я как-то специально хорошо знаю Иерусалимский храм. Наверное, многие из присутствующих даже и точно не хуже меня в этом ориентируются, но у меня есть то обстоятельство, что я довольно неплохо знаю тот контекст, в котором это строительство происходило, и мы попробуем вместе с вами посмотреть не только на храм, но и шире, на деятельность Ирода Великого в строительной области. Вот я бы даже так скорее это сформулировал, что храм и вся строительная деятельность Ирода, которая до, после и вокруг храма была. Вот, наверное, так. И начну с фотографии, которая точно не имеет никакого отношения к теме разговора. Это такой ионический храм, скорее всего, храм Митры в Гарни, в Армении, который был при императоре Нероне там построен. И в советской и армянского, так сказать, происхождения научной литературе по истории архитектуры периодически дискуссии велись примерно на такую тему. Есть ли здесь хоть какие-то греко-римские влияния, или это, так сказать, в чистом виде работа местных мастеров? Вот. Это я к чему? Знаете, для того, чтобы вы меня потом бить не начали за последующее, я начал самокритично с армянских проблем такого рода. Но вот у меня в руках великолепная монография Эйхуда Нецера «Ирод Великий строитель», и я ее горячо рекомендую всем, кто по-английски читает и кто достаточно заинтересован в теме. Вот. И очень хорошая книга. В ней примерно 450 страниц. И в оглавлении есть маленькая такая главка, 16-я, в которой примерно страниц 7, и она озаглавлена «Архитектурные влияния греко-римского мира». Вот, видимо, имеется в виду на строительную деятельность Ирода. Вот. А дальше уже мы начинаем отчасти даже риторически торжественно. Вот был такой знаменитый оратор Либани, и у него была речь об Антиохии. Вот это из нее отрывок. Начиная с востока, город по прямой линии идет на запад, простирает двойной ряд высоких портиков. Эти портики отделяют друг от друга улицы под открытым небом, мощенные камнем, той же ширины, что и они. Длина этих тянущихся галерей так велика, что пройти ее с начала до конца утомительно. И так гладка и непрерывна эта дорога, что уподобляется она краскам в картине, сменяющим одна другую по воле художника. Ну, знаменитые колонные улицы Антиохии, к сожалению, до нас дошли только в виде археологических остатков, но вот вам пример близкий достаточно. Это город Апамея на территории современной Сирии, где вот такая 2-километровая Коринфская колонная улица стоит. Вот еще ее фотография. Или вот такой вид тоже на сохранившийся участок колонной улицы города Гераса в Иордании. К чему, собственно, я об этом? Вот перед нами карта Восточного Средиземноморья, вполне узнаваемая. Видите, здесь Греция, Балканский полуостров, Малоазийская территория, острова и, собственно, Восточное Средиземноморье от Ашкелона до Антиохии, как раз вот здесь вот и дельта Нила попадает. И все те населенные пункты, которые здесь указаны, Никополис, Кос, Родос, остров Родос, Антиохия, Лаодикея, Триполи, Библос, Берита, нынешний Бейрут, Сидон, Тир, Птолемаис, Дамаск, Ашкелон. Это все те места. Заметьте, здесь нет ни одного населенного пункта, который находится, собственно говоря, на той территории, над которой Ирод царствовал. То есть, кроме собственной территории, он вел обширные строительные программы и строительные проекты во всех тех населенных пунктах, которые на этой карте обозначены. Вот. И
Здесь что важно сказать, что если исключить религиозную составляющую, то вот с точки зрения тогдашней материальной культуры и градостроительно-архитектурной точки зрения, Иудея и Израиль составляли часть эллинистического мира, укорененную там абсолютно, потому что какие-то различия между, скажем, тем строительным языком, строительной техникой, приемами или задачами, которые градостроительно решались, например, Иродом в строительстве на территории собственного царства, отличались от окружающих остатков эллинистических монархий или от того момента, когда они постепенно под римскую власть переходили, не больше, чем, скажем, пергамская архитектура от архитектуры селевкидов. И, наверное, даже меньше, чем Александрийский эллинизм отличался от сирийского. То есть это все была часть одного и того же процесса. Я поэтому, прежде чем мы ко второму храму доберемся, я просто покажу некоторые из градостроительных проектов Ирода. Он же действительно строил всю жизнь и с невероятной энергией и интенсивностью, вкладывая в это и ресурсы, и всю свою волю политическую, и организационные способности, и все, что только можно, включая личный вклад. Вот перед нами Кесария, хорошо вам известная, с грандиозным вот этим портом. Видите, и ипподромом, и дворцами, и театром, и сеткой улиц по гипподамовой системе, расположенных с городской стеной, воротами. То есть, собственно говоря, все, что мы здесь видим, это обычный, совершенно поздний эллинистический или ранний римский город, ничем не отличающийся от тех, которые строились где-то в других местах Восточного Средиземноморья. Более того, даже, видите, и храм здесь Августа и Ромы, о чем мы немножко отдельно скажем. То есть мы видим, что весь набор, градостроительная сетка и градостроительный каркас, и весь набор вот тех градостроительных кирпичиков, из которых римский позднеэллинистический город складывался, он здесь весь присутствует в самом своем естественном нормальном виде. Вот Себастия. Видите, то же самое. Здесь тоже стадион, здесь храм Августа, Акрополь. Собственно, здесь потому, что на выраженном рельефе город построен, тоже городские стены. И для примера, это два города, которые были заложены Иродом, а вот перед нами один из городов Дикополиса. Это союз городов был такой, который там соседствовал и рядом находился. Это город Гераса. И мы видим, что он совершенно состоит ровно из тех же кирпичиков, вот таких, если так можно выразиться. Видите, тоже здесь цирк, два театра, храм Артемиды, храм Зевса, колонные улицы, нимфеи, и термы, и многие подобные вещи, которые были, конечно же, и в Себастии, и в Кесарии точно в таком же духе. Почему же я начал с колонных улиц? Потому что я, когда эту лекцию готовил, я так все время напирал внутри себя на то, что мне нужно показать, в какой степени деятельность Ирода была в рамках и в логике вообще общего процесса этой позднеантичной архитектуры, а постепенно, занимаясь этим, когда готовился, вдруг пришел к выводу, что вклад самого Ирода в дальнейшее развитие общей римской архитектуры и градостроительства просто огромен. Потому что колонные улицы, например, он и изобрел. Это так, то есть он начал как раз вне своего царства, на территории Сирии, когда они с Марком Агриппой, с которым он приятельствовал в 14 году до нашей эры, там ездили, он заложил обширную строительную программу, как раз в Антиохии, видимо, первые колонные улицы и появились. А это эффектнейший градостроительный прием, без которого, например, римские города Востока империи или Северной Африки или Римской Испании даже представить себе нельзя. Собственно, поэтому я с них и начал. Теперь, если мы к храмам
немножечко более подробно сейчас с вами подойдем, вот мы посмотрим на то, что строил Ирод в этом смысле. Вот Кесария, и здесь мы видим храм, видите, такой эллинистический, скорее даже, чем римский периптер, окруженный коринфской колоннадой, с целой наусом, если по-гречески говорить про наусом, тименосом, вот таким возвышенным храмовым участком, платформой, которая окружена вот такой вот перистильной колоннадой в два ряда со стенами и мощной лестницей, которая ведет с одной только стороны от входа. Видите, вот план, это продольный разрез, и это фасад. Видите, вот так это выглядело, и это, конечно, совершенно римский или ну, отчасти я скорее скажу эллинистический, потому что здесь ступени со всех сторон его окружают, да, но в целом это тот тип святилища, который как раз в позднее эллинистическое время и времена Римской Республики получил свое развитие. Нам здесь сейчас следует обратить внимание на всю эту конфигурацию и особенно на то, как вот эта лестница выглядит. Видите, она в несколько пролетов, такая очень широкая и на арочной проницаемой вот такой вот платформе, вот здесь. Вот еще один храм. Видите, здесь чуть-чуть другая конфигурация, но получается он еще более римский, вот такой вот укрепленный тименос перед храмом, видите, с перистильной колоннадой крытой, и в одном месте здесь разрыв и высокая лестница, ведущая в храм, который уже совершенно римского вида, с фронтоном, двускатной кровлей, глухой задней стороной и вот такой П-образной коринфской колоннадой вокруг целлы. И тоже здесь очень интересный специфический прием применен, когда не пропилеи торжественные сделаны, как это чаще всего бывало, например, собственно, на римской территории, а здесь вот через вот такой проход, не очень выраженный, но туда идет вот такая мощная лестница тоже на арочных субструкциях. Вот план того храма, который я только что вам показывал. А вот сейчас, смотрите, это в качестве наглядного примера вот такой вещи, да, вот этой лестницы. Это подножие территории храма Зевса в Герасе, где как раз совершенно точно такая же лестница на арках туда вела, так, чтобы проход под ней сохранялся свободный. Да, это вот перед нами пример того, как физически это могло выглядеть. Я везде, где Иродову архитектуру можно будет проиллюстрировать примерами, которые лучше сохранились, я это буду делать. Вот теперь давайте посмотрим на сравнительную такую вот картинку, где, видите, это два храма, которые построены Иродом в Кесарии и в Себастии, да, и в том же самом масштабе мы видим храм Артемиды в Герасе, и это, собственно говоря, форум Цезаря. Это храм Венеры-Родительницы, это форум Цезаря в Риме. И мы видим, что здесь, во-первых, масштаб практически близкий. Да, мы видим, что приемы композиционные и строители Ирода и архитекторы использовали совершенно такие же. Да? То есть здесь есть замкнутые вещи, есть более открытые, но сама структура храмов, она вполне такая, как на всех четырех, очень похожая. Да? И какой из этого можно сделать вывод? Что в той части своей деятельности, которая, собственно, религии не затрагивала, Ирод просто действовал совершенно в рамках стандартного композиционного мышления вот этих вот позднеэллинистических и римских храмов времен поздней республики и начала принципата, и по композиции, и по всему остальному. Возникает, конечно же, вопрос, ну как же ведь Ирод был царь, ему можно было, наверное, все, но он, очевидно, совершенно был верующим иудеем, и как же он мог строить языческие храмы? Да? Ну, во-первых, вот мы видим, что он их строит, но здесь есть тонкость, которую, наверное, можно и нужно объяснить.
в строгом смысле слова, с точки зрения римского и греческого политеизма, это не совсем храмы. Потому что Ирод никогда, скажем, божествам из Олимпийского пантеона ничего не строил. То есть это в данном случае и то, и другое. Это храмы Августа и Ромы. Такое посвящение было. То есть это храм гению императора и некой почти абстрактной ипостаси города Рима. Да? То есть все-таки здесь значение этих храмов, это не храмы в собственном смысле, это некий такой политико-идеологический жест в сторону Римской империи, с которой Ирод, конечно, в таких довольно богатых и сложных отношениях находился. Обратите внимание, что вот если мы на храм Артемиды в Герасе посмотрим, видите, здесь на высокой стороне реки стоит храм, и к нему идет лестница. И обратите внимание, что она даже по габаритам почти точно совпадает с той лестницей, которая в Себастии была. То есть сами приемы композиционные, размеры и те готовые, скажем так, паттерны, которыми зодчие в этом регионе пользовались, они совершенно активно применялись в этой работе. Вот, просто чтобы наглядно себе это представить, вот как раз мы видим эту фундаментальную лестницу, которая в Герасе ведет к храму, вот там вот верхушечки капителей чуть-чуть виднеются. Вот, и теперь еще один пример, потому что это были примеры местных восточно-средиземноморских, восточной части империи храмов, а если мы оба храма в Кесарии и Себастии, если мы сравним теперь вот с одним из позднереспубликанских святилищ, построенных римлянами на территории Италии, это храм Геркулеса в Тиволе. И он нам с вами очень интересен. Вот видите, здесь получается, что масштаб крупнее, но при этом сам храм, в принципе, той же совершенно размерности. Видите, это меньше всего меняется. А здесь платформа и такая же совершенно композиция, как вот в этом случае. Видите, П-образная колоннада и вход с передней стороны. Для наглядности комплекс храма Геркулеса в Тиволе, вот его реконструкция. Вот, собственно, сам храм. Заметьте, он, во-первых, от окружающей местности, вот это вот священный участок, он выделен путем строительства очень мощной платформы с контрфорсами, с подпорными стенами, которая внутрь открывается вот такими, типа стои или базилики, вот такими вот гражданскими пространствами. И далее сам храм еще отдельно вынесен на высокую платформу и на ней уже только вот таким образом поставлен. И поскольку сюда открывается вид вниз по склону горы, он находится, здесь сделана открытая сторона. И, что нам тоже с вами не безинтересно, это святилище накрыло практически существовавшую дорогу, и вот в этом месте там сделана такая арочная галерея, в которой торговля шла, и люди ходили, вот здесь вот световые колодцы были. Вот такой пример, который нам с вами, безусловно, понадобится еще, когда мы дальше сейчас будем смотреть. Потому что если мы теперь потихонечку к Иерусалиму будем переходить, и вот, собственно, схематический план Иродова города на последнюю четверть первого века до нашей эры, да, то есть что мы здесь видим? Во-первых, вот то, что, собственно, Ирод сделал со вторым храмом, да, это массивнейшая платформа огромного размера. Мы, конечно, подробнее об этом будем говорить, но она почти 250 на 400 метров. В ее северо-западном углу крепость Антония четырехбашенная, в нее врезается в эту платформу. Сам храм находится в ее середине. И я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на соотношение города и вот этого храмового участка, самой платформы. Я буду
говоря о вот этой вот храмовой территории, употреблять греческое слово «тименос», потому что что-то по-русски я не очень понимаю, как правильно это назвать. Священный участок мне немножко как-то меньше нравится. Да, вот обратите внимание на соотношение храма и города. Ну и теперь несколько картинок для наглядности. Это известный, замечательный макет Иерусалима, находящийся на территории одного из иерусалимских отелей. И здесь довольно любопытные есть моменты, потому что в целом все очень добросовестно и хорошо сделано. Вот мы видим грандиозные подпорные стены, платформу, видим колоннады, которые окружают весь участок. Видим вот здесь вот 3 из 4 башен крепости Антония, которая примыкает. С этой стороны колоннада получает архитектурное развитие и превращается в стою, то есть гражданское сооружение, но ее можно назвать стоей, поскольку греческий язык для такой терминологии был на востоке Римской империи распространен. В самом Риме это назвали бы базиликой, ну, то есть такое вот трехнефное общественное сооружение по длинной стороне. Аналоги мы потом посмотрим. И здесь мы видим, что, собственно, сам храм, он еще отдельно здесь выделен и четко отделен от окружающего пространства. И даже на этой модели видна некоторая разница архитектурного языка. Окружение, собственно, Тименоса и самой храмовой платформы и храмовой горы, и, собственно, комплекса архитектуры храма. Они очень разные. Это при том, что здесь, на этой модели, как раз в логике Гарнийского храма, etc., немножечко все детали, когда это делали, вот когда вот эту часть сделали, колонны и прочее, старались как можно сильнее смягчить похожесть на любые греческие или римские колоннады. Да, тут некоторое естественное для страны, находящейся в ситуации национального возрождения, такое естественное лукавство немножечко было, когда это делали. Вот. Но даже при этом мы видим очень резкий контраст между и пластикой, и градостроительным решением, и архитектурой, собственно, храма и всего, что вокруг находится. Вот так это выглядит. Видите, здесь мощные очень стены. Здесь дальше следующий ряд с контрфорсами. И внутри идет колоннада и вот такой храм, который виднеется своей вершиной изо всего города. Ну и, конечно, на этом макете очень хорошо видна грандиозная драматическая разница масштаба, собственно, храма и всей остальной застройки города. При том, что вроде бы здесь же очень крупная крепость Антония и еще с десяток башен крупных, которые высотой с многоэтажный дом современный, который Ирод строил, но все равно вот этот масштаб, он в поразительном контрасте находится к городу. Наверное, здесь лучше всего видно, когда видна размерность, видны вот эти жилые кварталы и огромное вот такое сооружение. Ну вот теперь можно немножечко посмотреть на чуть более похожую картинку. И мы видим саму территорию Храмовой горы. Вот крепость Антония, но она тут маленькой показана немножечко, да. Есть несколько лестниц, несколько проходов с разных сторон, которые поднимались туда. И сейчас я прошу, чтобы те языческие храмы, которые Ирод строил, в голове немножечко у себя держали, потому что мы здесь видим, в общем-то, тот же самый прием, когда не очень выделенные входы внизу и прямо сквозь толщу этой массивной платформы вот сюда вот лестницы эти выходили под стоей. С разных сторон вели лестницы. Здесь же, поскольку нужно было и жертвенных животных тоже заводить на гору, здесь вот был пруд, в котором этих животных мыли для того, чтобы их уже очищенными и физически, в том числе, заводить на гору. Вот. И вот здесь обширная вот эта площадка 250 на 400 метров примерно,
окруженная колоннадами. И с этой стороны вот мы видим стою обширное пространство. Почему ее еще можно назвать в римском стиле базиликой? Потому что, видите, здесь центральная часть приподнята. Это в таких случаях, как мы с вами помним, делалось для того, чтобы при довольно большой ширине корпуса через вот эти окна свет проникал туда, в самую середину этого пространства. Если же говорить про, собственно, храм, то мы видим, что часть платформы отделена барьером. Я сейчас вам на аналогах покажу, как примерно он мог выглядеть. Это достаточно невысокая, примерно 1,10 м, 1,20 м. Это был каменный барьер, который, собственно говоря, уже означал границу, которую люди ритуально нечистые и иноверцы не могли пересекать. Собственно, вот эта территория. И дальше здесь мы уже видим, собственно, территорию храма, сам храм и двор женщин, который вот здесь вот впереди находился, и достаточно тоже сложной конфигурации, мы его на плане потом посмотрим. Вот если мы обратим внимание на то, что мы по архитектуре можем видеть, мы можем видеть, что здесь совершенно нормальные эллинистические колоннады, и вот здесь мы видим, видите, такие пилястры с капителями в виде контрфорсов, да, то есть это действительно, ну, такая нормальная поздняя эллинистическая архитектура всего восточно-средиземноморская, в то время как архитектура храма резко от этого отличается и выглядит, ну, может быть, даже сознательно архаической и совершенно чужеродной этому окружении. Это было сделано совершенно сознательно, потому что храм есть храм, он ни в коем случае не должен был ни в каком аспекте подвергаться каким-либо чужеродным влиянием языческого происхождения, поэтому здесь то, что вы наверняка лучше меня знаете, здесь, при том, что это было для Ирода вообще главным строительным делом его жизни, но ни он, ни его эллинистической выучки, так сказать, опытные архитекторы никакого отношения к строительству этого храма не имели. И для того, чтобы не допускать к процессу строительства иноверцев или людей нечистых, здесь была на протяжении, наверное, лет 15 этот процесс происходил, если не больше, обучена архитектуре, строительному делу, отделочным работам, всему, что только потребовалось для строительства храма, было обучено, судя по всему, до 4000 человек, каждый из которых по своему религиозному статусу и происхождению имел право здесь работать. И поэтому здесь вот эта вот резкая разница по стилю между, собственно, храмом и вот этим храмовым участком и горой, она программная, она так и была совершенно сознательно заложена, и такой эффект и должен был быть. Вот теперь мы, если посмотрим, видите, это план крепости Антония, видите, она на еще более мощной платформе. Вот эта вот платформа храма с перистильной колоннадой, а крепость она еще выше, с башнями разной высоты, с несколькими дворами. Вот. И вот перед нами, собственно говоря, территория, план самого храма, вот это двор женщин. И здесь, видите, вот такая вот круглая форма лестницы, потому что храм еще приподнят. Вот здесь последовательно вот это общее для всей восточной архитектуры, включая и эллинистическую, и римскую, и месопотамскую даже идея, что изоляция и выделение священного пространства, она происходит путем подъема и изоляции его на платформе. То есть здесь
это последовательно выявлено. Если мы к прошлой картинке вернемся, видите, здесь над городом царящая вот эта вот, собственно, платформа Храмовой горы. Потом храм, видите, он по сравнению с этим тоже, видите, вот лестница идет, он существенно выше находится, и это очень четко выражено. Вот, собственно говоря, его территория. Здесь вот были дополнительные проходы. Вот, собственно, сам храм с двойными стенами, внутри которых располагались лестницы, по которым можно было подниматься. Вот такой храм был конфигурацией. Вот этот вот двор был почти невозможен для того, чтобы туда никто не мог попасть, кроме тех, кому положено было по закону. Вот смотрите, вот здесь две реконструкции. Одна примерно столетней давности, но, так сказать, тут, собственно, это отличается только по рисовке, но в целом мы видим, что вот это вот последнее по времени тоже вполне она похожа. Видите, как это объемно выглядит. Вот, собственно, сам храм вот такой формы, да, с ярко выраженным восточным фасадом, мощным входом, алтарем вот здесь с этой стороны, с пандусом для того, чтобы животных заводить туда. И вот, собственно говоря, сложно устроенный двор перед ним. И здесь как раз та платформа, которую я вам показывал, да, и вот это вот храмовые ворота. А тут возникает вопрос, ведь мы с вами понимаем, что, во-первых, исключительно мало что осталось, и археологические работы на Храмовой горе по очевидным причинам почти невозможны. В то же время мы видим такую достаточно уверенную реконструкцию. Как это объяснимо? Дело в том, что есть хорошие и довольно подробные литературные источники, анализом которых ученые занимаются, и сопоставляя это с теми находками, которые все-таки физически делались, когда лет 100 назад был такой счастливый и недолгий период, когда раскопки на Храмовой горе и около нее могли происходить. Литературных источников два – это книги Иосифа Флавия, с одной стороны, и с другой стороны описание храма в Талмуде. Тоже именно второго храма, довольно подробные есть, там указываются размеры, и, конечно, кое-какие противоречия есть, но, в принципе, когда вот эти два источника разных во всех отношениях друг с другом сопоставляются, то можно довольно много из этого извлечь. Вот здесь, видите, это аксонометрический вид, а так вот, если посмотреть, это разрез, который показывает как раз, видите, платформу храма, насколько она выше расположена, чем, собственно, территория. Вот эти вот боковые башнеобразные корпуса, которые как бы крепость такую вокруг храма образовывают. Вот это вот пандус и алтарь, и главный грандиозный портал, ведущий в храм. Да? А вот таким образом выглядит фасад из двора женщин. Видите, то есть здесь получается очень важный момент, что несмотря на вот такое положение алтаря, асимметричная, общая композиция, она очень мощно выстроена вокруг оси продольной, вот такой с востока на запад ведущей, и все это последовательно вот так ритмически укладывается. Алтарь здесь сдвинут так, чтобы эту ось не перегораживать ни в коем случае, и возрастающий масштаб настолько сильный, что, конечно, здесь вот, знаете, это такой эффект, который еще в архитектуре Месопотамии был открыт, когда некая обратная перспектива происходит, когда подобные друг другу формы, которые должны по мере отдаления от зрителя уменьшаться, они вдруг вместо этого увеличиваются. Это усиливает ощущение масштаба, потому что, смотрите, что у нас здесь происходит. Видите, вот у нас портал, мы его проходим или видим, да, следующий приподнятый портал, ведущий, собственно, на саму храмовую территорию, и здесь высота вот этой стены, она рассчитана таким образом, чтобы от входа в двор женщин было видно, собственно, сам верх хотя бы портала. Смотрите, как драматически это выглядит. Просто графически это не очень интересно здесь, но давайте домыслим. Да, вот уже приподнятый над нами вот такой вот торжественный вход,
и за ним вдруг, как эхо, сзади открывается совершенно грандиозная дверь в очень крупном, простом объеме. И здесь же еще применен прием, тоже он месопотамского скорее происхождения, когда здесь по краям идут вот такие вот ступенчатые формы зубцы. Ну, конечно, это ассоциация с крепостной стеной, но на самом деле, если в крепостной стене такие зубцы, они примерно должны были быть в человеческий рост, для того, чтобы лучник мог за него, заходя, прятаться и, выступая оттуда, стрелять, то здесь они сознательно сделаны примерно вдвое меньше, и тем самым еще один масштабный эффект возникает, когда люди, привыкшие видеть крепостные стены, считывают их размер, как если бы он был настоящий, и грандиозность, особенно при том, что физически же недоступно, где это, да, это, получается, еще увеличивает существенно воспринимаемый размер. Но кроме того, вот такой вот острый ритмический силуэт позволяет почти в 1,5 раза увеличить дистанцию восприятия этого места. Сейчас я попытаюсь как-то пояснее сказать. Ведь при подходе к Иерусалиму просто представьте себе, что километров с 20 уже силуэт храма, в общем, человек, который понимал, что он должен увидеть, а все-таки ведь положено было раз в год к храму подходить, то есть люди знали, которые туда шли, да, и этот силуэт читался, и от того, что у него все вот эти верхние плоскости были отчеркнуты вот такой вот зубчатой линией этих зубцов, простите за тавтологию, это позволяло еще дистанцию ясного восприятия еще увеличить, да, и, в общем, все здесь архитектурно, мастерски было сделано для того, чтобы впечатление величия было и абсолютной многократной закрытости, да, ведь это и в самом храме потом продолжалось, где святая святых еще отдельно, да, но получается, что эта логика была с самого начала. Попробуем себе представить. Вот мы видим, почти с 20 километров мы видим вот этот вот объем. Он виден, он зрительно нам доступен. Дальше, прежде всего, в город надо зайти сквозь городские ворота, что тоже является довольно серьезным делом, потому что там стражники бывают в городских воротах, да, так сказать, то есть это такое граница, пересечение границы. Потом в какой-то момент можно в этих закоулках между домов потерять храм из вида, но в любом случае грандиозный массив Храмовой горы, он никуда не потеряется и не денется, да, причем ведь если внешность вот этой вот подпорных стен, выравнивающих, которые были сделаны, ну, просто по стене плача можно представить себе, как это выглядит, если ее экстраполировать в высоту раза в 4, да, и растянуть вот от 400 на 250 метров. И заметьте, какого громадного размера там блоки. И это, сейчас я на секунду отвлекусь, это очень важный момент, где архитекторы Ирода воспользовались опытом финикийским, то есть находящегося с севера Ливана нынешнего. Дело в том, что именно для финикийской архитектуры античного времени характерна одна очень специфическая особенность. Огромного размера блоки, из которых строились их храмы. Да? Вот, ну, Баальбек с его гигантской платформой, сложенной из запредельного размера камней по 700-800 тонн каждый, да, широко известен, но это далеко Баальбеком не ограничивается. То есть там даже и относительно среднего размера храмы, они сложены из огромных блоков, которые вполне можно было бы и мельче сделать. Да. Здесь, видимо, дело в том, что поскольку подъем в высоту камня и его перемещение требует тех же самых инженерных приспособлений и механизмов, как корабельный такелаж, то есть тоже краны, блоки, канаты, рычаги и подобные вещи. Да, финикийцы совершенно заслуженно гордились тем, что были лучшими мореплавателями Средиземноморья давно-то. Видимо, здесь какая-то есть связь, и Ирод как раз воспользовался вот этой традицией, потому что в его вот этих подпорных стенах и, собственно, в подпорных стенах Храмовой горы,
И в тех частях его башен, которые сохранились, скажем, на высоту метров 15, примерно башня Давида, она все еще состоит из оригинальной кладки времен Ирода, а верх уже при крестоносцах был достроен. Да, и видно, какие избыточно громадные блоки были применены. И это тоже, вот если мы возвращаемся к этому гипотетическому паломнику, который зашел сначала сквозь ворота, прошел и оказался перед грандиозной стеной, где где-то высоко-высоко на высоте, наверное, 10-12 этажа он видит вот там эту стою, да, гладкая стена, в которой вот так поднимается крутая достаточно лестница на арках, как мост, да, и входит просто в толщу этого громадного каменного массива, и это тоже прием, который появился еще в шумерской архитектуре, когда для того, чтобы человек попадал в уже, собственно, сакральное храмовое пространство, не в храмовое, а на саму территорию, получалось, что проход сквозь достаточно темное узкое место по лестнице, так, чтобы на яркий свет, ну вот давайте сейчас мы обратно, вот сюда, вот сюда мы зашли, и вот так вот там в тени, в темноте, и вот здесь выход опять на яркий свет происходит. Да, мы же знаем, какой там свет, да, так сказать, он по глазам бьет после этой затененной вещи, еще физически ногами подъем происходил, и человек вдруг обнаруживает себя в совершенно другом мире, потому что вот отсюда уже никакого Иерусалима не видно. Его просто нет. Все. Есть только вот эта вот грандиозная площадь, окруженная колоннадами, а колоннады в таких пропорциях и в таком размере и с такой шириной, они начинают работать как еще один инструмент, отсчитывающий масштаб грандиозный этого. Потому что мы же видим около себя эту колонну где-то, да, вот здесь, и можем воспринять, понять, какая она. И вдруг мы видим, что они вот туда все одинаково идут, и вот это громадное расстояние, оно этими колоннами отсчитывается так, чтобы оно лучше воспринималось. То есть все, человек остается, по сути, один на один с храмом, и дальше происходит, смотрите, вот после всех этих приключений, вот еще один барьер, и понимаешь, что ты, собственно, к храму-то так и не подошел. Его продолжает быть видно, да, но вот здесь уже, если ты иноверец, остановись. Если ты не чист, остановись, работай над собой. И все равно, дальше же мы все равно видим что? Мы видим крепостную стену, по сути. Да, это сознательно, вся эта архитектура сделана как очень плотные, мощные, крепостного характера и приподнятые опять на подиум вот эти павильоны. И, заходя во двор женщин, мы опять оказываемся перед закрытой дверью и воротами. Вот здесь как раз мы видим вот это вот хорошо на этой схеме видна та обратная перспектива, о которой я уже говорил, да, когда вот отсюда сюда последовательное вот такое увеличение. Вот так композиционно можно попытаться себе это представить. Я все жду, когда, наконец, кто-нибудь в хорошем качестве сделает 3D, где можно будет виртуально вот это вот все себе представить. Я думаю, технические такого рода возможности сейчас уже есть. Ну вот, надеюсь, что это будет сделано с высоким качеством. И теперь это боковой фасад. И опять мы видим, смотрите, подобные формы резко разного размера. Видите, вот здесь портал вот такой высоты, да, здесь такой же, но больше, и туда последовательно опять это увеличивается, собственно, к объему самого храма. И вот это вот продольный разрез тоже, который мы видим. Да, это храма мы не видим, мы видим то, что за ним, и видим вот эти двойные стены, в которых лестницы расположены, ведущие на стены и на кровли. Вот здесь, чтобы ритм этот представить, это разрез по всей Храмовой горе, вот такой, с крепостью Антония с этой стороны, и с теми проходами затененными, которые мы говорили, и, собственно, с самой стоей здесь, да, и колоннадами, окружающими сам священный участок. То есть вот так это все выглядит. И заметьте, как аккуратно соблюдена такая пропорция, чтобы даже самая высокая из крепостных башен ни в коем случае не оказалась выше, чем
чем, собственно, здание храма. Видите, при том, что сама платформа крепости, она для некоего доминирования, она сделана выше, но башня сделана так, чтобы ни в коем случае не превышать отметки крыши храма. Вот еще несколько разрезов. Смотрите, вот это стоя, она же базилика. Дальше смотрите, что мы здесь видим. Мы видим вот эту вот грандиозную стену. Вот она. Здесь просто разные гипотезы, так сказать. Была ли базилика открыта вот так сюда, или она открывалась только внутрь, или только верхняя часть была открытой. Да, это по-разному может быть. И везде мы с вами видим тот прием, который ваше внимание на который я обращал, когда мы говорили про храмы, которые Ирод строил в Себастии и Кесарии. Видите, вот такие лестницы, мостообразные лестницы, давайте так их назовем, на арочных вот таких субструкциях. Видите, вот так это сделано. И здесь тоже. Ну, просто вот посмотрите, какая степень мощи, массивности, и при этом все равно мы храм отчетливо увидим. Вот его боковой фасад вот здесь, а там это уже башня крепости Антония. Вот один из возможных вариантов реконструкции стои базилики. Видите, как она здесь сделана. Вот этот вот проход, который ведет на площадку перед храмом. А здесь мы видим довольно типичное построение. Почему здесь есть такая гибрид греческой стои и римской базилики? Потому что греческие стои, пример очень хороший, чтобы понять, что это такое, это в Афинах в XIX веке идеально точно построили заново стою Аттала на горе. Вот. И там, собственно, это такое двухэтажное сооружение с ордерной колоннадой по одному из фасадов. Вот. В то время как римская базилика, она всегда была устроена так, что она делилась на 3 или 5 частей, и центральная была обязательно поднята для того, чтобы вот сюда мог проникать еще свет через окна. Вот такая схема, она вообще называется базиликальный разрез, хотя придумали это, конечно, не римляне, это еще и в Месопотамии, и в египетских храмах было, например, в Карнакском гипостильном зале так тоже устроено. Но вот так или иначе, вот это вот грандиозное общественное сооружение, которое могло вместить, ну, наверное, всю ту толпу, которая заполняла, собственно, саму храмовую территорию, потому что здесь при непогоде, дожде, здесь могло укрыться 1000 человек. Вот это в одном из иерусалимских музеев вот такой макет, он отчасти наивный, но довольно наглядный. Здесь и масштаб виден, и как раз вот эта характерная лестница на аркадах, видно, какого размера блоки и как это все устроено. И теперь посмотрите вот сюда, и я сейчас вам покажу совершенно точный аналог. Видите, что это такое? Это теменос храма Беллы в Пальмире, где тоже идет вот с этой стороны. Вот смотрите его территорию. Тоже здесь многое мы можем понять и почерпнуть, глядя на эти вещи. Мы видим тоже вот такое вот приподнятое квадратное основание, довольно большое. Мы видим колоннады, которые его окружают, стены, массивные подпорные стены, собственно, сам храм, который вот здесь стоял. И вот с этой стороны хуже сохранившаяся часть, где тоже была подобная стоя, как на Храмовой горе Ирод сделал. Вот этот фрагмент я сейчас вам и показываю. То есть вот он здесь, так сказать, так, как в макете это положено делать. Да, вот это живое, настоящее вот столкновение двух масштабов колоннад. Когда это просто перистильная колоннада, а вот это вот общественное сооружение, которое одну из сторон занимает. И тоже обратите внимание, какие мощные массивные камни в основании. Вот, собственно, это комментариев особенных не требует. Это, собственно, такая
фотография «Стены плача», которая именно издали сделана и почти ортогонально длиннофокусным объективом, и от этого удобно это смотреть, потому что виден, во-первых, масштаб этих камней, и еще я хочу обратить ваше внимание на характерную именно античную обработку этого камня, когда края... Дело в том, что техника, в которой это строилось, строительная, она была общая для всего эллинистического строительства, когда вытесывались идеально точно массивные блоки каменные и без всякого раствора, просто плоскостями друг на друга укладывались, а для того, чтобы они не сдвигались в случае, например, землетрясений или чего-то подобного, то они укреплялись бронзовыми штифтами, которые туда свинцом зачеканивались и так вот эти камни между собой скрепляли. Поскольку вытесывание поверхности камня – это, в общем, грандиозный труд, то его отчасти экономили, и для того, чтобы это идеально совпадало, вот эти вот края сначала делали, а потом уже по уложенной кладке стесывали вот эту оставшуюся поверхность. Это делалось, когда речь шла про чистовую какую-то строительную отделку, да, когда это храм, например, строился или какое-то сооружение. Здесь же, поскольку это все-таки именно нижние массивные части подпорной стены, сознательно вот было оставлено чуть-чуть в грубой отделке. То есть вот это все было, технически это можно было стесать, и тут дело даже не столько в экономии средств, что они не стали дальше еще обрабатывать, но это очень хорошо показывает иерархическое место этого камня во всей системе, да, то есть там чем выше, тем он чище вытесан, обработан, а здесь это именно субструкция, это массивные основания, которые и должны быть чуть-чуть грубее. Здесь вот это так сделано. Ну, ближайшая аналогия, которую я сейчас вам покажу, это вот массивная платформа Баальбекского храма. Видите, здесь камень немножко другой, и потом здесь очень сильно это все повреждено, но размерность блоков и общая логика кладки и масштаб, видите, почти такой, как там. Вот. Более того, по тому, что я читал вот, последнее время, такое впечатление, что некие особенности строительной техники, они указывают на то, что, ну, поскольку Баальбекская платформа, она строилась ближе к концу периода строительства, реконструкции второго храма, которую Ирод делал, да, но, может быть, сразу после его смерти, да, понятно, что вот эта квалификация и мастера, они просто не могли без работы остаться, и по определенным техническим особенностям похоже, что это делали, ну, если не те же люди, то, по крайней мере, там очень явная преемственность присутствует. Вот теперь еще один тоже полезный нам момент, это тоже Баальбек, это боковая башня Пропилеев, и здесь мы тоже видим, что мы здесь видим. Во-первых, вот эти массивнейшие камни, и, во-вторых, вот эти вот контрфорсы в виде пилястров, те, которые на макете на внешней стороне храмовой территории мы с вами видели. Вот это чертеж вот этой башни, да, а здесь мы видим, как она живьем выглядит в той степени, которая сохранилась. Вот так. То есть это я показываю к тому, что это очень наглядно и позволяет достаточно достоверно представить, а как же физически в Иерусалиме вот это видел. Ну, единственное, здесь такой красновато-золотистый известняк, а иерусалимский камень, вы прекрасно знаете, он белый, и у него вот эти его жилы, где скапливаются между слоями оксид железа, они такие красноватые, и еще камень этот загорает на солнце, будучи уже извлечен из карьера, у него такая золотисто-желтая возникает поверхность. Ну, это всем известно. Вот еще один пример точно такой же вот появление массивной вот такой стены с
мощными пилястрами с капителями, которые как бы и пилястры, и контрфорсы в одно и то же время. Это я просто подбираю именно такого же масштаба вещи. Видите, здесь тоже это высотой с 9-этажный дом. Да? Это внутренний двор храма Аполлона в Дидимах на турецкой нынче территории. Вот так эти контрфорсы выглядят, а вот это вот то, что сейчас на ту высоту, на которую они остались, вот фотографии. Ну и еще один пример, тоже подобный, это храм Зевса Олимпийского в Афинах. И вот у него тоже здесь вот эта вот подпорная стена, выравнивающая площадку, где стоит храм, хотя здесь, конечно, масштаб другой, но тоже мы видим вот такие контрфорсы. И самое главное, видите ту же технику обработки камня. Когда, видите, края чище вытесаны, где блоки должны друг к другу примыкать, а вот это вот оставлено немножечко как бы не до конца вытесано. Да, вот это тоже баальбекский фрагмент. Это барьер, который в случае баальбекского святилища отделял перед пропилеями территорию, которая, собственно, уже имела другой статус, чем городские улицы, которые к ней подходили. Но я эту фотографию привожу здесь как очень достоверный пример того, как выглядел барьер, окружающий, собственно, храмовую территорию. Ну, я даже сейчас вернусь и напомню, о чем речь идет. Речь идет вот об этой балюстраде. Потому что у нас слово балюстрада, сразу все болящие начинают себе представлять. Да на самом деле это были каменные блоки, поставленные стаймя, высотой примерно метр 10, видите, со скругленной немножко поверхностью и с рельефами на обеих сторонах. Вот человеческий рост примерно вот такой. Ну и теперь, подытоживая эту часть, я хочу показать план и еще раз все вам обозначить. Видите, вот это вот крепость Антония с 4 башнями и 4 световыми дворами, 2 большими, 2 поменьше. И, собственно, вот подпорная стена Храмовой горы, она вот так вот расположена. Здесь мы видим многочисленные вот эти мостообразные лестницы разного масштаба, которые подходят. Вот это здесь выходы лестниц, ведущих сквозь гору, сквозь эту массу, снизу вверх, вот сюда. Это стоя, трехнефная, видите, то, что мы говорили, да, причем здесь это в виде колоннад, а здесь, видите, как один из таких вестибюлей, пропилеев, торжественно ведущий. Видите, здесь вестибюль, здесь помещение стражников, и то, что бывает в таких случаях, да, вот, и выход был в том числе через эту стою, что тоже очень эффектно. Это барьер, о котором я говорил, вот здесь вот он, видите, на разных реконструкциях его размер меняется. Конечно, есть все-таки разночтение, но в целом вот я вот этому автору склонен верить, он очень рационально и четко все рисует и не фантазирует там, где ясности нет. Да, вот, собственно говоря, вот двор женщин, вот алтарь, вот, собственно, сам храм. То, что мы с вами уже и видели. И вот теперь мы давайте обратно погрузимся в контекст. Вот, видите, здесь в одном и том же масштабе совмещены вещи, которые я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Вот это вот то самое святилище Геркулеса в Тиволе, реконструкцию которого я показывал. Видите, то есть оно хотя и меньше, то есть там по вот этим вот самим храмам оно как бы ближе к тем иродовым стройкам, которые были в Себастии и Кесарии. Да? А масштаб самой платформы и перистиля, который ее окружает, да, значит, он здесь уже в эту сторону двигается. Дальше. Вот это в территории Тименос храма Белла в Пальмире. И обратите внимание, как он расположен. Да? Причем про храм в Пальмире я немножко скажу, потому что он сам по себе очень интересен.
Потому что ведь население Пальмиры, собственно, было семитского происхождения. Там, собственно, и диалект семитский в качестве языка был, и он расшифрован благодаря тому, что есть параллельные надписи на греческом и на местном наречии. И Пальмира в период своего расцвета, в общем-то, не являлась частью Римской империи, а была таким типичным торговым государством-лимитрофом, которое балансировало между двумя огромными центрами силы, между Парфией и Римской империей. Это уже потом, в самом конце, после выступления Зенобии, римляне ее разрушили и завоевали. Но к чему я это говорю? К тому, что по характеру своих религиозных верований это были именно семитские культы, политеистические, как раз те, с которыми так горячо пророки воевали и обличали их. Да? То есть вот это самое оно и было. Да? И вот эти культы, они получили возможность оформлять, приглашая абсолютно рафинированного столичного качества архитекторов из Дамаска, Антиохии, Апамеи или Бериты. И вот это породило довольно странный здесь такой микс. Видите, когда совершенно эллинистическая по своей структуре вещь с пропилеями, с стоей вот по этой стороне, с колоннадами здесь, да, но видите, здесь очистительный бассейн, алтарь, видите, мы уже какие-то видим вещи знакомые, да, и, собственно, мы видим семитский культ, языческий, политеистический, который втиснут в совершенно неподходящую для него форму римского или греко-римского периптера, и это привело к некоторым странным последствиям, когда, например, вход здесь, видите, представить этого себе невозможно для греческого и римского храма, вход здесь с длинной стороны, да еще и не посередине. Видите, то есть это отдельная тема, но вообще это само по себе очень любопытно. И дальше мы видим, что это все-таки меньше, да, это какой-то понятный масштаб, и вдруг мы видим нечто сравнимое по масштабу с той грандиозной вещью, которую Ирод своими многолетними усилиями на Храмовой горе возвел. Что же это такое? А это ближайший товарищ Иерусалима, его сверстник и, так сказать, очень ревнивый соперник, и даже и посейчас в какой-то степени, это Дамаск. И в Дамаске примерно в это же время, так сказать, нашли силы, которые возревновали и попытались построить что-то подобное второму храму его территории. То есть вот этот вот возникший из местного культа бога Хадада, который потом был с Зевсом, Юпитером, олицетворен. Да, и здесь мы видим очень интересную вещь. То есть мы видим, что сам храм, он гипотетически здесь восстановлен, и мы видим громадную территорию священного участка, которая в пропорции тоже где-то до четверти территории города занимала. Да? Но здесь, конечно, это не приподнято потому что здесь горы не было, да? но мы видим здесь уже обратное влияние второго храма с его иродовой реконструкцией сюда, потому что мы здесь видим некий аналог и по масштабу, и по смыслу вот этой вот двойной оболочки. Видите, это внешняя колоннада Тименоса с пропилеями, внутри которой еще один храмовый двор, тоже приподнятый, тоже с пропилеями и так далее, который, вы видите, если не по размеру, то по масштабу довольно точно соответствует тому, что мы видим здесь, в Иерусалиме. То есть это хороший пример того, как уже то, что и Ирод, и его архитекторы соорудили вокруг реконструированного храма на Храмовой горе в Иерусалиме, использовав все наработки и все пластические и технические достижения эллинистической и римской архитектуры, и здесь пошло вот такое довольно сильное обратное влияние, которое мы здесь и видим, если мы смотрим на Дамасский храм.
Вот. И еще более интересный момент – это, ну, мы понимаем, что работы на Храмовой горе где-то, наверное, были закончены, конечно, уже после смерти Ирода. Я думаю, что где-то вплоть до 30-40-х годов там еще продолжались работы, но при том, что почему не говорят Иродов храм? Ведь, ну, это, наверное, большинству очевидно, но я все равно скажу. Дело в том, что формально он не строил нового храма. То есть это все еще второй храм, и там тщательнейшим образом все было спланировано, вся работа была спланирована так, чтобы богослужения могли происходить непрерывно, и чтобы вот эта вот преемственность литургическая, она не исчезала. То есть поэтому мы можем говорить, что это реконструкция второго храма Иродом, но ни в коем случае это нельзя, наверное, называть Иродовым храмом. Он уже, хотя он физически при этом довольно сильно изменился, но с сакральной точки зрения это остался тот же храм, который был до него. Так или иначе, эти работы происходили, я думаю, до 30-40-х годов, и то, что мы видим сейчас на экране перед собой, ну, Колизей здесь случайно попал, потому что когда строили вот это, Колизея здесь не было, а здесь находилось озеро, поскольку это самая низкая часть, не самая низкая местность в Риме. Да, но вот Нерон, а это значит, что это 40-е, 50-е годы, построил вот такой вот храм Божественного Клавдия, почти в память своего предшественника, и мы видим, конечно, здесь уже достаточно явное влияние того, что делалось в Иерусалиме. Почему? Потому что здесь опять мы видим вот такой очень мощный подъем, и в данном случае здесь воспользовались тем, что здесь был отрог холма, и тоже по аналогии с тем, что технически в Иерусалиме было сделано, здесь это все было оформлено в виде вот такой грандиозной платформы, тоже окруженной перистилем с трех сторон и более развитой стоей с этой стороны. Но видите, здесь такая же точно история с вот такой вот мостообразной лестницей. Тоже это уже почти можно цитатой считать. Да, вот здесь то, как это в плане выглядит. То есть вот такое уже архитектура храмового участка, она уже начала оказывать влияние на римлян. Вот. Ну, наверное, про храм я думаю, что я закончу, но мне еще есть что сказать, потому что ведь если мы вспомним, насколько обширной была строительная программа Ирода, ну, к слову, он, конечно же, кроме вот этих вот двух храмов Августа и Ромы, из политико-верноподданнических соображений построенных, он, конечно же, никогда языческими храмами не занимался. То есть вся его обширная строительная программа за пределами своей территории, которая простиралась вплоть до Никополя. Никополь – это был город, который Август заложил и основал рядом с тем местом, где при акции битва его с Антонием была. Вот. И Ирод в Никополе много строил. Вот. Также он строил на Родосе в нескольких городах этого острова. В Антиохии, в Дамаске. Ну, он мог строить театры, он мог строить гимнасии, мог строить городские ворота, что-то подобное. Храмов, конечно, он языческих никогда не строил. Вот. Ну, всем приходит конец рано или поздно. И вот перед нами, смотрите, здесь в Иерихоне, где Ирод аж 3 дворца последовательно для себя построил, это такая достаточно достоверная реконструкция его мавзолея. Вот. И здесь просто для того, чтобы вот эта форма тоже, я понимаю, что людям, бывающим в Иерусалиме, она кажется очень знакомой, потому что среди тех двух или трех высеченных в скале мавзолеев, которые сохранились сбоку от Храмовой горы, да, там есть очень похожие формы. Но мы с вами должны понимать, что это абсолютно
в общем, широко распространенная форма. Откуда она происходит? Она действительно происходит, генезис ее – это мавзолей. А если про мавзолей два слова сказать, то это, в общем, удивительный случай эллинистической архитектуры до возникновения эллинизма, потому что он был построен, когда Александр Македонский еще не родился. Вот. Но по смыслу это именно так, потому что один из крупнейших архитекторов поздней классики и скульпторов, которого просто царь Мавсол пригласил для строительства гробницы, и получилось, что некие совершенно чуждые греческой архитектуре и греческой культуре смыслы были воплощены в совершенно рафинированных формах классической греческой архитектуры. Я сейчас не про то, что мы на экране видим, а про мавзолей, собственно, гробницу Мавзола. Да? И там же получилось, что туда же оказались намешаны и ионический Птирон, и одновременно наверху была пирамида, на пирамиде сверху была квадрига, которую Мавсол, собственно, и управлял, и так далее. Да? И вот эта смесь, вот этот конструктор настолько оказался популярен, что мавзолеев, то есть гробниц, форма и архитектура которых от мавзолея происходит, тысячи были построены по всему греческому миру. И в данном случае мы видим вот такой с некоторыми аспектами, свойственными Александрийскому эллинизму, вот такую архитектуру. Видите, здесь квадратное мощное основание с дорическими пилястрами и дорическим фризом, с триглифами и метопами. Дальше мы видим круглую ротонду и вот такую очень характерную вогнутую пирамиду, венчающуюся коринфской капителью и вазой сверху, сосудом. Видите, так это устроено. Вот здесь вот, в разном масштабе, конечно, потому что все-таки это царский мавзолей, а эти помельче, но это я для примера просто взял те, которые на территории Галлии. Все-таки совершенно другая часть Римской империи, но видите, сама форма очень устойчивая, и мы видим, что это все части одного и того же процесса. Ну вот это мы знаем, это гробница как раз иерусалимская, и здесь детали некоторые. Вот, видите, тоже похожие, тоже здесь идет вот такой вот дорический антаблемент, но венчаемый египетским карнизом, а держится это все на ионических полуколоннах. Видите, такая смесь, и вот здесь вот мы видим не греческую, но очень характерную, в частности для Баальбека, тоже вот такой веревочный орнамент, вогнутую пирамиду вот такую здесь, и вот такую редуцированную капитель, на которой здесь тоже вот такой ваза здесь находилась. Вот еще второй мавзолей, высеченный, видите, в данном случае из цельной части скалы, да, примерно в такой же архитектуре сделанный. И здесь же, смотрите, вот как эти мотивы были распространены. Смотрите, вот эта знаменитая гробница в Петре, практически той же формы, только в виде рельефа, да, и это типичный пример второго стиля римской живописи, который имеет на самом деле александрийское происхождение, и, собственно, то есть мы видим, что вот эти вот эллинистические мотивы восточно-средиземноморские, они были до такой степени естественно, что были использованы для того, чтобы для царя мавзолей построить. Ну и вот еще один маленький пример. Вот посмотрите, здесь интересный очень вот такой необычный элемент сочетания пилястры угловой с полуколоннами ионическими. И вдруг мы видим совершенно такую же форму, хотя и по-другому нарисована, а это вообще Ливия. Видите, тоже довольно далеко. То есть вот такие мотивы, они являлись естественными и переходили с одного берега Средиземного моря на другой. Ну, похоронно-мавзолейными делами мне совсем не хочется заканчивать. Я сейчас вам расскажу что-то даже чуть более интересное. Ну, в общем, получается, смотрите, что очень сложная такая вещь, да, если попытаться рассудить, что есть местная традиция, пластическая, объемная, очень давняя, халдейская, ханаанская, месопотамская архитектура, все, что было до
эллинистического времени на востоке Средиземноморья, финикийская, да, оттуда мы увидели какие-то приемы, даже я их упоминал, которые композиционно применялись при строительстве храмового Тименоса в Иерусалиме. Да. Дальше мы видим, как все это оказалось накрыто греческой культурой в процессе эллинизации этой местности и какие причудливые смеси это все образовало, вот на примере Мавзолея и того, что мы видели. Да, и мы видим, что строительная активность Ирода, она вся происходит совершенно в русле всей этой строительной активности, обширнейшего строительства, которое в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры и последующих 3 столетия, она активнейшим образом по всему Восточному Средиземноморью продолжалась. То есть здесь получается, что он, не то чтобы он находился под влиянием греко-римской архитектуры, а он чувствовал это влияние примерно так, как рыба в аквариуме чувствует воду. Это был, собственно, естественный для него, естественный нормальный язык, которым он выражал. Но при том, что Ирод, в общем, не самым был приятным человеком, как мы понимаем, и его маниакальные наклонности, они проявлялись по-разному, но вот то, что он маниакально строил, это, наверное, было одной из лучших его черт, и получилось, что при таком неуемном строительном темпераменте буйном, огромном ресурсе, организационной мощи и политической, и личностной, он просто не мог, так сказать, не впитывая все то, что его окружало в вот этом архитектурно-градостроительном смысле, он не мог не повлиять сам. И получилось, что вот то, с чего я начал, что он колонны улицы, например, изобрел. Да? Когда они с Марком Агриппой путешествовали там, причем он с ним путешествовал не только в Антиохию, а вплоть до нынешней турецкой территории, тоже в Малую Азию. Вот. Но тем самым, видите, вот такое вот взаимовлияние, и скорее, когда Ирод вознамерился привести в порядок второй храм и вот это все грандиозно сделать, я думаю, что там исключительно тщательно подошли к тому, чтобы исключить влияние его вот этого буйного эллинистически тренированного строительного темперамента на сам храм. То есть и мы видим, какое интересное и своеобразное сочетание благодаря этому получилось. Когда мы видим абсолютно эллинистического свойства вот такую вот территорию, на которой совершенно отдельно и недоступно, и как бы даже несколько отчуждаясь сознательно от этого окружения, стоит храм. Тот, который с большой буквы, вот, в отличие от всех остальных. И теперь я покажу тоже хорошо известное вам место. Это Масада, это остатки третьего Иродова дворца. Вот. И мы с вами про Масаду, наверное, понимаем. Вот еще одна фотография. Вот еще сейчас я ее увеличу. Степень драматичности того, что мы перед собой видим, в общем, понятно, наверное, потому что это вершина горы плоская, где вот в самой острой части, вот в таком мысе, выдающемся вперед, находится третий Иродов дворец. И обратите внимание на очень такой характерный момент, когда на самом-самом вот этом вот остром мысу сюда выходящая часть, она полукругло, панорамно сделана так, чтобы грандиозный обзор, который оттуда возможен, чтобы максимально извлечь из вот этого невероятно драматического положения архитектуры на все, что только можно. Но я прикидывал, я думаю, что превышение вот этой точки над той равниной, которая внизу, примерно около 270 метров. Это, в общем, очень серьезно. Правда, даже при этих условиях это все равно на 32 метра ниже уровня моря. Но такая уж особенность местности.
К чему я сейчас это рассказываю? Я сейчас вам покажу следующую картинку, и вы все увидите, а я вообще не уверен, что кто-то соотносил эти вещи. Похоже? Знаете, что это такое? Это вилла Тиберия на Капри, которая сделана в той же самой совершенно драматической ситуации, когда вот такой выдающийся в море мыс, в данном случае даже на 430 метрах над уровнем воды, вот он здесь находится. И смотрите, до какой степени это похоже. И более того, здесь мы даже можем проследить гипотетически, кто на кого влиял. Потому что эта вилла в числе других 12 Тиберием на Капри построена была уже после того, как Ирод скончался. Масада уже лет 40 примерно или 30 существовала, а в своих путешествиях и в большой строительной программе Ирод активно посещал Родос как раз тогда, когда Тиберий вследствие всякого рода интриг лет 15, по-моему, просидел там в некоем изгнании. Да? И вот стопроцентно, что общались они именно там, и мы можем довольно смело предположить, что дворец Ирода в Масаде, он послужил основанием для вот такой великолепной императорской виллы. То есть просто тут тот случай, когда уникальные природные условия Масады на свой манер здесь оказались воспроизведены, и опыт этот тоже пригодился. Вот на этом я, пожалуй, и закончу, потому что вот такая связь, она чрезвычайно, мне кажется, интересна.